Всем привет, друзья! Добро пожаловать в студию Aqua Dream. Ну что, как я и обещал, сегодня новый проект прямоугольного аквариума. Этот аквариум метр в длину, 30 сантиметров в ширину и 25 сантиметров в высоту. Невысокий аквариум, я хотел в этот раз сделать невысокий. И посмотрите, какой кусок дерева у меня там лежит. Сейчас покажу вам поближе. Вот такой наикрасивейший кусок дерева с выемкой внутри. Я хочу сюда также засыпать аквасойл и посадить какие-то растения здесь, которые будут расти. Это дерево будет вылазить наружу вот так. Вот таким образом оно будет уложено в аквариуме. В данном скейпе я хочу использовать низкий уровень воды. Вода будет примерно наполовину заполнена деревом, и на заднем плане здесь будут расти растения, которые также могут существовать в воздушной форме. И далее субстрат будет уходить вниз, и под водой здесь будет расти травка. Спереди в основном не будет растений, скорее всего будет только буцефаландра и анубис, которые не требуют высокого уровня света. Также будут камни в этом углу. Здесь будет пусто, только песок с декоративной галькой. Свет такой же, который я использовал последний раз для своего 30-сантиметрового квадратного аквариума. В этот раз я взял 50 сантиметров на 60-сантиметровый аквариум, но я забыл, что у этого света нет крепежных ручек, которые удлиняются и удлиняют лампы. Поэтому я не смог прикрепить ее к самому аквариуму, но, к счастью, так как я этот аквариум решил установить на этом столе, на столе выше, здесь есть выемка, и я этот цвет просто двухсторонним скотчем приклеил к этой выемке. Большая основная часть растений будет на заднем плане, поэтому большая часть света как раз попадает на задний план. Свет этот на 23 ватта, также он с приложением, где можно установить время работы света и его интенсивность. Также я хочу сделать песок с возвышенностью с передней части на заднюю, чтобы вот эта часть дерева была полностью углублена в субстрат. А еще сегодня у меня новый нанофильтр, который я вам покажу позже. Я взял его на пробу, мне он очень понравился. Будем заполнять его губками вместе и посмотрим в будущем, как он справляется. Первым этапом будет декорирование задней стенки, как обычно, черной клейкой бумагой. Итак, черный фон готов, смотрится красиво, аккуратно. Теперь начинаем устанавливать наш кусок дерева и засыпать гальку. Итак, гальки в этот раз понадобится много. Я даже ее насыпал в ведро и попытался промыть в ведре. Она была очень пыльная, вся в глинистой пыли. Я промывал ее раз 10, наверное, она так и не вымылась. У меня такое ощущение, что там какие-то кусочки глины, скорее всего, в этой гальке. Поэтому буду засыпать так. Это даже лучше. Глина также способствует хорошему росту растений. Так что глины чуть-чуть не помешает.
нас что-то типа того получилось. Галька на задней части с возвышенностью вот в этот угол. Также возвышенность с переднего угла левого на задний. Вот здесь будут камни и под самой корягой также. Так, чтобы субстрат не скатывался вперед. Итак, следующий этап. Будем засыпать субстрат, аквариумный сойл. И я попробую отрезать губку для фильтра, засунуть ее в конец этого дерева, так как я буду засыпать аквариумный сойл также внутрь, чтобы он не высыпался из дерева. Итак, вот такой кусочек губки я отрезал. Сейчас попробуем засунуть ее внутрь дерева. Может быть, она слишком большая. Все, губка внутри, отлично получилось. Теперь субстрат изнутри не будет высыпаться наружу. Перед тем, как я буду засыпать субстрат, я лучше сначала установлю камни все, чтобы субстрат не скатывался вперед. Камни будут держать весь аквариумный сойл, всю подложку. Так что закончим hardscape, затем будем засыпать субстрат. Так, камни я буду использовать речные, серого цвета. Я постарался выбрать все серые. Если не хватит, у меня есть другие, но немножко отличаются по цвету. Но должно хватить этого. Так как песок я также купил красивый серый и декоративную гальку также серую. Так, камней не хватило, я еще взял немножко, попробуем добавить. Надеюсь, по цвету не сильно будут отличаться. Итак, я думаю, что готово. По-моему, очень даже неплохо получилось. Очень натурально, как будто грот из камней скатывается вниз, и их все меньше и меньше становится. И дерево, затерявшееся в камнях. Ну что, перед тем, как мы займемся субстратом, мне нужно приклеить все камни между собой и также дерево к камням, чтобы весь hardscape держался у нас плотно, прочно, чтобы при заливке воды он не скатился у нас вперед. Итак, теперь, чтобы клея не было видно на камнях и на дереве, вместе с клейки я возьму немножко серого песка, который буду использовать в этом скейпе, и немножко насыплю. Ну что, готово? Теперь время для засыпки субстрата. Поехали! Так, субстрат начал просачиваться через щели между камней. Я возьму белую губку, вырежу маленькие кусочки и буду засовывать во все щели белую губку. Ее потом видно не будет.
Так, теперь я добавлю немножко биогумуса и закрою слой биогумуса еще раз субстратом. Ну что, готово. Теперь будем засыпать песок. Песка у меня не так уж много, поэтому нужно его как-то сэкономить. Засыплю совсем тонкий слой между камней и в передней части. И попробую закрыть весь наш субстрат, всю подложку, также песком. Надеюсь, что хватит. Поехали. Песок оказался жутко пыльным, придется воду сливать много раз, до тех пор, пока муть не уйдет полностью. Ну и фильтр нам, конечно, поможет. Ну что, Hardscape готов. Я думаю, что аквариумный сойл не проникнет ни через какие щели. Он будет держаться только на задней части. Не увидел, что у меня остался еще один камень. Как раз он сюда, мне кажется, очень хорошо подошел. Будет держать субстрат в этом углу. Он не будет скатываться сюда. Песок здесь мокрый. Не получилось очистить мне камни. Поэтому будем очищать, когда уже наберем воду. Ну что, теперь задекорируем песок галькой и начнем посадку растений. Итак, из растений у меня здесь вот такая травка, вам покажу, вот такая. Она пойдет на задний план, она будет полностью под водой. Пуцифаландра разного вида. Анубис, как обычно. Так, вот таких растений плавающих добавим на поверхности. Вот такое растение. Я хочу его как раз посадить на дерево. Оно должно расти как в воздушной форме, так и под водой по всей нашей коряге. Далее вот такая маленькая криптокоринка. Я хочу ее посадить спереди, где-то возле камней. Вот такое растение. Оно будет на задней части в воздушной форме. Вот так красиво оно смотрится. Я нашел все названия этих растений, но я их даже не буду произносить, потому что их ботаническое название просто нереально произнести. Вот такое тоже в воздушной форме будет расти. Вот это. Так, дальше. Где-то у меня здесь была Людвигия. Вот она. Немножко Людвигия. Я надеюсь, что она будет расти в воздушной форме, образуя целую шапку на коряге. И немножко мха. Также посадим на дерево.
задние растения посажены. Вот она, наша травка. Вот эту я взял с другого аквариума, немножко здесь посадил. И внутрь дерева она разрастется, надеюсь. И вот они, все задние растения, которые будут расти в воздушной форме. Вода будет только на уровне корней. Посмотрим, как приживутся. Надеюсь, все будет хорошо. Ну а теперь время для посадки нашего анубиаса и буцефаландры. Кстати, совсем забыл про нашу маленькую криптокаринку. Сейчас я ее посажу вот в этот угол. И, может быть, в дерево. Еще у меня есть вот такое растение, его совсем чуть-чуть осталось, мне нужно его куда-то посадить. Я хочу его использовать для этого скейпа. Оно, по идее, должно стелиться по всему дереву. Оно может расти как в водной форме, так и в воздушной. Так что если оно поползет наверх на дерево, будет очень красиво. Будем надеяться. Ну а теперь настало время мха. Christmas мох я буду клеить на камни. Еще у меня есть вот такой мох, целая коробка. Его я буду клеить на дерево. Что, друзья, мы закончили. Все растения посажены, мох приклеен. Я добавил еще коричневой гальки для декорации, так как камни некоторые желтоватые, чтобы все сочеталось в цветах. Сейчас я ее еще немножко углублю в песок, чтобы она смотрелась более натуральней. Лучше это делать пальцами. Итак, далее. Подготовим наш фильтр. Вот смотрите, вот такой нанофильтр малюсенький. Я нашел. Его делают прямо здесь, во Вьетнаме. Здесь два держателя. Один вниз, другой наверх. Вот такая крышка с моторчиком. Внизу будет заход воды. А сверху будет выход. Вот для трубки выхода. Вот такие миниатюрные трубочки для входа воды, для выхода. Они пластиковые. Присоски для них. В общем-то и все. А заполнять я буду следующими материалами. Первый слой я добавлю для бактерий, для таких колоний, вот таких шариков. Далее уголь активированный для лучшей фильтрации воды, пуриген, также в пакетике добавлю для очищения воды, чтобы она была кристально чистой, убирает всю желтизну. И далее пойдут губки. Губка вот такая крупной фракции, губка вот такая 6D называется.
такая. Вот такая синяя. Вырежу под размер фильтра и начнем устанавливать. Поехали, не терпится уже поскорее заполнить аквариум водой. Наш фильтр готов, очень крутой, все губки влезли, все наполнители влезли, очень классно. Теперь остается вырезать трубку под размер входа-выхода воды. Фильтр я установлю сзади аквариума, его не будет видно только трубки. Но они прозрачные, поэтому портить вид всего аквариума они не будут. Ну что, мы закончили. Я жутко доволен результатом. Получилось очень красиво, очень натурально. Фильтр справляется со своей работой, вовсю работает. Я добавил улиток. Вода по-прежнему мутная, так как песок был очень пыльный. Но со временем, я думаю, что она станет прозрачной, полностью отфильтруется. И через несколько дней сделаю финальное видео. Кстати, вот добавил еще кусочек фикуса. Надеюсь, что он будет расти. Фикус любит расти на дереве. Надеюсь, что он разрастется по всему мху, по всему дереву, поползет. Также Людвигия. Людвигия хорошо может разрастись над водой. Я ожидаю, что он разрастется большой шапкой в этой части. Вот и все. Красота. Ну а если вам понравился мой новый скейп, ставьте лайк этому видео, оставляйте свои комментарии под ним, а также не забывайте нажать кнопку подписаться, поддержите мой канал. И увидимся с вами снова в новых видео. Пока-пока.